Боже, это какие-то невероятные цифры депоса, что из ДКшника вылетают. Так еще и учитывая, что это ни хрена не АОЕ урон, а такой туннельный, таргетный, знаешь, у одного противника. Ну, блин, это реально сильно. Бургеры действительно в шоке. Всем здорово, народ. Значит, смотрите, решил я тут снова зайти за своего персонажика, за ДКшника и немножко пофаниться. Учитывая, что у меня сейчас гир на нем 250, а 70, ну или где-то даже 80% игроков на данном сервачке бегают в промежутке от 275 до 280, ну вы сами понимаете, насколько он не топовый. Но мы-то сейчас с вами говорим про ДК, а этот класс достаточно неплохо себя показывает, даже без наличия топового прям гира. Ну, понятное дело, если бы у меня тоже был 280 там левел, это было бы вообще невероятно. Но опять же, даже в таком слабом гире можно все равно отыгрывать красивые каточки, которые я на сегодня для вас и подготовил. Поэтому всем приятного просмотра, погнали смотреть видоус. Итак, и понеслась. Первая котеечка раскликочная. Против нас Shadow Priest, Restore Шаман и Баланс Друид. Не спешим бежать туда далеко на рожон, в этом нет никакого смысла. Учитывая, что вражеский ШПшник сам бежит к нам, не знаю зачем, какие у него были планы. Видимо, он хотел фир выдать массовый, но он как-то так его и не нажал. Ну, понятное дело, мы такую дерзость не прощаем. Я его постоянно замедляю, не даю ему возможности спокойно убежать, ну и до своего лекаря добраться. На самом деле, я бы на его месте сразу же бы нажимал тучку после того, как я потратил в него грипп, поскольку позиционка у приста была слишком отвратительная. Подходим ближе, замораживаем противничков, чтобы еще баланс друид не мешал. Здесь хотел волшебным потоком сбить каст циклона, немножечко не успел, но повезло, что дамага хватило. В принципе, я думаю, что мой тиммейт все равно бы дожал вражеского Shadow Priest'а, но, тем не менее, если бы я еще чуть-чуть раньше нажал волшебный поток, было бы вообще без шансов для противников. Значит, такая вот стата, достаточно неплохо, летим дальше. Каточка вторая. Смотрите, я здесь изначально понял, что у меня слабый лекарь, слабый прист, потому что винрейт у него был, ну, прям слишком нерадужный, и я понял, что именно здесь мне придется танковать. Поэтому я сразу же переключаюсь на стойку льда, прям моментально иду вперед. Ну, понятное дело, не моему же шаману, да, впитывать весь депос от вражеских игроков, поэтому это должен сделать я. Сразу же в стойке льда бегаю, понятное дело, съедаю вурдалака, прожимаю все сейвы, тудым-сюдым, а мой шаман в это время спокойно накидывает. И учитывая, что вражеский воин не ожидал такой подляночки, они планировали меня за бёрст убить, соответственно, у них это не получилось, ну и все. И все. А воин не успел перейти в дефстойку, не успел, соответственно, засейвить себе хп. Значит, что здесь произошло, соответственно? Берем свое дамагерское эго и убираем под стол. Понятное дело, когда того требует ситуация, нужно потанковать, скажем так. Я вышел вперед. Я не дал противникам меня убить за счет того, что нажал все сейвы заранее и, в принципе, был готов к этому. При этом я не дал им дойти до моего шамана, потому что постоянно замедлял. Ну и, в принципе, контроль по присту в виде немоты, да, опять же, в моменте под бёрст от моего шамана позволил просто похоронить Варыча. Да, дамага немного, но какая разница, если катку мы победили. Так что думайте, летим дальше. Итак, следующая котеечка, которая была прям невероятно легендарно отыграна. Мне прям понравилось, как я здесь геймсекс ощущал. Значит, понимаю, что против меня разбойник, клацаю перерождение, чтобы он меня не засапал. Снимаю эту ауру после того, как вошел в бой, соответственно, и возвращаюсь к своему тиммейту друиду, чтобы он меня подхилил. И тоже как бы вошел через меня в бой. Значит, понимаю, что противник, по крайней мере на разбойнике, пытается играть по моему друиду. И при этом вижу, что еще вражеский ДЦшник бежит вперед, чтобы выдать массовый фир, массовый контроль, и тем самым, соответственно, тоже суеты навести. Поэтому я подморозил в моменте всех противников, забайтил вражеского приста нажать тринкет и вражеского разбойника нажать тринкет. На самом-то деле это больше их ошибка, потому что, ну, как бы на мою ненасытную стужу нажимать тринкет пристом в самом начале боя, ну, это супер сомнительная идея. И поэтому противнички уже начали, видите, так вот сыпаться. Отличная немота по ДЦшнику. Ну, прям хорошо. Хорошо. Прям прочитал. Увидел все мувы противников. Соответственно, ответное действие на это привнес, скажем так. Это позволило нам достичь победки. Но в этом плане мне супер невероятно нравится Фрост ДК из-за этого массового, очень мощного контроля. Ну и понятное дело, депос. Депос тоже, конечно, солидный. Из важных новостей, кстати, на Насдоре запустили первый PvP-шный сезон. Он начинается вот сегодня, 7 ноября, продлится до 31 декабря, соответственно. Но здесь все по стандарту, опять же, рейтинговая таблица, система званий и награды для лучших игроков. А вот по завершению первого PvP-шного сезона для лучших команд из брикета 2х2 будет организован отдельный PvP-шный турнир с призовым фондом в 100 000 рублей. Соответственно, эра PvP на Насдоре уже начинается, поэтому кого заинтересовало, ссылочка в описании присутствует, переходите и начинайте покорять новый сервак. Погнали дальше.
Еще одна котеечка. Летим, соответственно, next. Против нас Элем шаманы и Армс воины. Максимально неприятные ребята эти шаманы, на самом-то деле. Я очень люблю играть вместе с ними. Ой-ой-ой, смотри, как красиво сделал мой пацанчик. Он выкинул Вара подальше, он еще был замедлен моими оковами. И он сейчас будет очень долго прыгать до нас, соответственно. Вот, да, видишь, он только подбежал, а мы уже раскликались, уже дотками противника заразили и так далее. Значит, начинаю отыгрывать по ДЦшнику. Неплохая немота. Сейчас, если мне шаман поможет, мы его можем убить. Но мой шаман бьет не ДЦшника, а вражеского Элема. Йоу-йоу-йоу, братишка, почему так? За что ты со мною поступаешь так нечестно? Если бы мы били вместе ДЦшник, он был бы уже мертв. Прямо сейчас я его практически в соло убил, вы видели. Ну, то есть не будете спорить с тем, что да, мы бы уже эту катку победили. Но это базовая ситуация. Мы же играем здесь солоку, а значит это рандомы. Соответственно, связи у нас никакой нету, кроме чата. А в чат писать во время боя, ну, такая себе затея. Понятно, надо, если прям того требует ситуация, но не суть. Печальный момент, конечно, да, могли уже победить данную каточку, но ничего, летим next. Значит, пытаюсь все еще насаживаться на вражеского ДЦшника. Пошел Блейдшторм от Вара, но мы его сейчас благополучно переживем. Немножечко сейвимся от вражеского Элем шамана, который сверху стоит. Видели, да, я подошел прям в упор к стенке, чтобы он не смог мне ничего кастовать. И тут приз пытается от нас убежать. Подпрыгнули, заморозили всех. Отлично, невероятно вкусно. Как же я обожаю замораживать противников, играя за Фроста. Боже, боже, как же вкусно. Они просто стоят в контроле 10 секунд, оба противника. Йоу. That's incredible. That's incredible. Мой шаман наконец-то понял, что нужно пробить вражеского ДЦшника. И последняя, соответственно, тычечка залетает. Прям идеально хватило депаса, чтобы его добить. Найс. Отлично, отлично. Если бы мне сразу помог мой шаманыч, мы бы еще раньше победили. Но по итогу получилось неплохо. Ну видишь, насколько приятно играть за Фроста. Я не знаю, я невероятно за него кайфую. Понятное дело, у меня свой вот этот билдачок. То есть мои дотки нельзя задиспелить. Хотя я Фрост ДК, а не Анхолик, да? В этом и заключается суть моего билда на Фрост ДКшника, соответственно. Я полностью отказываюсь от ветки Блада, чуть-чуть теряю выживаемости, но это не критично. Но зато я прокачиваю ветку Анхолика до таланта Нечестивая Порча, и мои дотки нельзя задиспелить. А когда ты играешь за Фроста с недиспелимыми дотками, йоу, ну это прямо другой уровень контента, соответственно, который вы наблюдаете. Также напоминаю вам, народ, что у меня есть свой телеграм-канал. Из последнего и полезного я там закрепил пост с зипником на аддоны, которые работают на многих серверах по 3.3.5, а также там еще есть ссылки на видосы, где я объясняю, что и как работает. Также дополнительный контент там постирую периодически, но без спама, и, соответственно, все уведомления о всех стримах также там присутствуют. Поэтому подписывайтесь на мою телегу, ну а мы погнали дальше. Ну а данная катка, это будет просто верх скилла на ваших экранах, соответственно. Попался, во-первых, хороший разбойник, прям очень такой грамотный. Мы с ним договорились, что будем играть по Фрост магу, и при этом он будет контролить вражеского рестор друида, соответственно. Но то, что вы увидите прямо сейчас, это будет верх мастерства. Смотри, бегу бегу на мага, потом резко разворачиваюсь, он проебывает свою заморозку, свои руты, по крайней мере, одни. И это уже для нас плюс морально. Вот такой вот суетой можно заниматься. Соответственно, обманул пацанчика. Все, начинаю играть по Фросту, в это время Ресторыча контролит мой разбойник. Все, Рестор потратил тринкет, сейчас можно его, кстати, грипнуть и заморозить было бы, если бы у меня был бы грип. Но ничего, кидаю Немоту. В это время пробиваю мага. И понимаю, что сейчас есть момент, чтобы убить вражеского рестора друидища. Мой разбойник тоже это понимает. Вместе с ним забуриваемся в рестор друидища. Просто волшебный поток, дополнительная немота. И пацанчик откисает. Вот такая вот суета. Быстренький свап таргета привнес нам победку на данной арене. Достаточно быстро мы с ними расправились, на самом-то деле. Ну хорошо, разбойник сделал по контролю. В это время мне получилось пробить мага. Они уже, знаешь, так на очко присели, потому что было неприятно. Магич практически умер. И рестор друид в моменте потерялся. Действительно было ему тяжело. Вот так вот, победили за счет сумбура во вражеской команде. Летим next. Еще одна котеечка, снова с Элем шаманом, снова против нас рестор шаман. Вообще, на самом-то деле, очень много шамычей было именно в рамках данного дня моего игрового почему-то. Смотри, здесь гриппил к себе Вара, чтобы он был достаточно далеко от моего тиммейта и не смог нажать у него второй рывок. Соответственно, он очень много времени на этом самом действии потерял, короче, нам. Нажимаю зеленку, во время ее действия решил подойти к Фросту, чтобы спокойно до него можно было мне дойти, да, мне как-то там потеряв позиционку, чтобы меня не зарутал и так далее. Но не хватает депаса, чтобы именно дожать противничков. Здесь заморозка, хороший бурстовый депас по Фросту залетает, но в ткань очень много дэмэджа. В ткань невероятно дамага залетает. Много, как вы можете это видеть, соответственно, Фросты, прям маги всякие там, я не знаю, присты, чернокнижники, ну, действительно страдают. Очень больно по ним, конечно же, прилетают плюшки. Но проблемы начинаются у моего тиммейта. Я попытался его спасти массовой немотой, но нет.
Я не знаю, запорол нам каточку Шаманыч тем, что просто убежал от моего лекаря. Вот даже сейчас наш, соответственно, тиммейт пишет в чатик, что он, залосал его, он не мог его хилить никак. А ведь это была выигранная катка на самом-то деле. У противников не было тринкета, только у Фростмага, но мы и так по нему играли. В общем, если бы мой сейчас Шаманыч не откис, то мы бы здесь до конца дожали противничков довольно просто. Но тем не менее, даже здесь посмотри на цифры депоса, как будто бы это очень вкусно. Следующая котеечка, народ, сейчас вам покажу, что такое кринж первозданный. Значит, смотрите, во-первых, у меня есть Варыч, тиммейт, да, и у него шемочка, Shadow Morn. Это чтобы вы просто понимали, насколько чувачок заряженный. Против меня DC Priest, и, соответственно, он меня спросил, мой тиммейт, да, по кому будем отыгрывать? Я говорю, давай тогда в приста и забуримся, соответственно. Да, с одной стороны, его будет здесь тяжеловато убить, но, скорее всего, проще, чем, опять же, Паладина или Вара из команды противничков. Значит, прикинул, что они сейчас, наверное, захотят по мне отыграть, поэтому сразу же класснул стойку льда, но противники достаточно быстро переключились на моего Вара, и, соответственно, можно из стойки льда выходить, соответственно, переходить в стойку анхолика и уже пытаться отыгрывать по престу. Понимаю, что сейчас можно их под контроль достаточно спокойно, нажимаю ненасытную стужу, все, они потратили 2 тринкета. Сейчас нажми фир по 2 вражеским дамагерам на Варе и пойди со мной вместе отыграй по престу, убей его, все. Супер невероятно простая катка, потому что никто не сможет ему помочь. Но Варыч решил мой играть по вражескому Варычу, хотя ему дважды написал, что мы будем играть в приста. Я не знаю, супер сумбур, приходится писать в чатик, отвлекаться, это все мне невероятно не нравится. Понятное дело, я тут уже решил просто до талого упороться вражеского приста, потому что, не хочу я, соответственно, типа играть по вражескому Вару, когда можно бить приста. Смотри, пошел Боб и пошли зубы. Они сейчас потратили очень много своих сейвов, и как только эти сейвы закончатся, можно будет этого приста спокойно добить. Соответственно, все, я решил никуда не уходить и продолжать уже туннелить этого пацанчика. Еще, кстати, учитывая, что через 5 секунд у меня ненасытная стужа откдшится. Все, мой паладин засейвил моего Варыча, отлично. Сейчас ему нужно просто немножечко пожить, мне нужно подойти, всех заморозить, и мы должны убить прямо сейчас ДЦшника. Хватит нам депоса? Должно хватать. Депоса хватает. Отлично. Опять же, можно было выиграть гораздо раньше. Или, по крайней мере, забайтить противников на сейвы гораздо раньше. Как-то вот так вот у нас все получилось. Супер сумбур. Победили и хрен с ним. Сейчас мы посмотрим закатку, которую, по идее, я должен был проиграть. Но из-за того, что я супер вовремя в моменте и прямо вот грамотно как надо нажал усиление рунического оружия, идеально хватило депоса, чтобы противничка добить. Небольшой вам такой спойлер, но здесь как бы надо. Ко мне подошел в упор Shadow Priest. Для нас это была неплохая возможность его задотать и накинуть на него, соответственно, эту перчу, которая не позволяет мои дотки диспелить. Грипп его к себе поближе. И вот сейчас супер печальный момент с моей стороны. Отвратительную немоту я выдал по Shadow Priest'у. Просто супер отвратительную. Это настолько критическая ошибка, которая, возможно, а вообще, по идее, должна была стоить нам победы. По крайней мере, на 2 минуты мы бы точно здесь никого не убили. Я решил не тринковать, потому что понимал, что, да, во-первых, Боб есть у Паладиныча, и, скорее всего, здесь приз никак вообще не умирал. А вот если бы у меня была немота, я бы в теории мог тринкануть, накинуть немоту на Паладина и попытаться убить за бёрст Shadow Priest'а. Но играем дальше. Играем дальше. Я понимаю, что где-то сейчас, если у нас получится неплохо пробить приста, нужно будет дамажить. Все, нажимаю усиление рунического оружия, пошла проспамочка. И просто вот в моменте идеально хватает депоса, чтобы его добить на самом-то деле. Выигрывали победу из такого говна на самом деле. Вот такой вот у нас видос на сегодня, народ. Если вас интересует дополнительный контент в виде гайдов на различные классы и спеки, гайды по настройкам моих аддонов и интерфейса под PvP, все это лежит у меня на бусти. Там скопилось уже больше 60 видосов, плюс есть личный чат, который вы можете написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Да и в любом случае, если вы планировали поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то я вас приглашаю на свой бусти, переходите, знакомьтесь там с ним и подписывайтесь. Ну а на этом я видос завершаю, соответственно, пишите ваше мнение в комментариях, во всем разберемся, все почитаем, соответственно. Всем желаю удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока.